Привет, я Даша, и я моделист из России. И сегодня я тебе расскажу, почему моделистов из России не любят в Европе. И заодно покажу, как я построил этот танк «Тигр». Да, это немецкий танк времен Второй мировой войны. И мне не только не стыдно его делать, но еще и очень интересно. Пошли во всем разбираться. Обязательно смотрите это видео до конца, ведь в нем будут новости мира моделизма. А начала я окрашивать маленького тигра с грунтовки, и для него отлично подойдет желтый грунт. Нанесу его на модель прямо из баллончика, но будьте аккуратны, так можно залить мелкие детали мини-тигра. После того, как грунт высох, я нанесу на него черным цветом затемнение. На такой малютке нужно играть разнообразием оттенков, чтобы сделать ее более выразительной, а черные затемнения отлично помогают с этим справиться. А потом я нанесу основной цвет, и это немецкий желто-оливковый. Тут я использую краски от фирмы Pacific 88 серии Aero. Для аэрографа эту краску не надо разбавлять, просто забалтываем баночку, заливаем в аэрограф и можно сразу красить. Я родилась и выросла в России, и поэтому тема отечественной техники, военной, гражданской, авиационной, любой мне очень близка и интересна. И по ней есть много информации на русском языке. Также ее можно увидеть, потрогать в российских музеях, а некоторые образцы можно даже увидеть и на ходу. И некоторые зарубежные блогеры мне в вину выдвигают претензию, что я собираю российскую и советскую технику, и таким образом я пропагандирую русский мир на весь мир. И отчасти это правда, но не все так однозначно. А самый страшный мой грех – это сборка моделей от фирмы «Звезда». И судя по логике этих не очень разумных людей, я сейчас не должна собирать эту малютку тигра. И начнем с того, что это просто кусочек пластика, который изображает грозную боевую машину врага, который причинил моей стране очень много горя. Но давайте взглянем с другой стороны. Немцы создавали это творение человеческого гения в сжатые сроки, при ограниченных ресурсах, под постоянными бомбежками инфраструктуры. И самое главное, мастерски воевали и не менее мастерски организовывали боевую организацию этих машин между собой и другими подразделениями. Немцы были очень сильными, хитрыми и умными врагами, и тем сильнее наша слава, ведь Советский Союз не просто победил, а разгромил вермахт со всеми этими тиграми, пантерами, пумами, слонами и прочими зверьками. Те немцы не чета современным нашим партнерам. Поэтому тигр – это тоже неотделимый символ Великой Отечественной войны, как Т-34 или Ил-2, ведь наши предки сражались не с пустотой, а с сильным врагом. И модель «Тигра» – это не пропаганда фашизма, а совсем наоборот. Это пропаганда побед нашей армии над техническим гением западного мира. А настоящего «Тигра» можно увидеть в танковом музее в Кубинке в Подмосковье. Его там можно даже потрогать и, конечно же, изучить поближе. Я буду делать примерно такой же камуфляж, как и у музейного экспоната. Это единственный экземпляр «Тигра», который находится в России. Давайте отдохнем от постройки танка «Тигр» и посмотрим, какие интересные модели вышли на этой неделе. Новости мира моделизма от Dasha Models возвращаются в новом формате. Red Iron Models анонсировали очередную крутую модель. Это концепт пикапа «Сибирский экспресс» по мотивам работ дизайнера Андрея Ткаченко. Модель выйдет сразу в нескольких масштабах – в 43-м, в 35-м. И будет выполнена по технологии 3D-печати. И у меня уже есть в запасах одна машина от этой фирмы. Это «Москвич». И совсем скоро вы сможете увидеть, как над ней я работаю. И модель действительно получилась очень необычной. Мне очень нравится. Китайцы из Hobby Boss анонсировали модель пусковой установки российского ракетного комплекса стратегического назначения Тополь-М в 72-м масштабе. И обратите внимание, что у «Звезды» такая модель выходила несколько лет назад. И тоже в 72-м масштабе. Это обычный Тополь без буковки «М». А китайцы из Трубача выпускают модель тягача на базе грузовика БАЗ в 35-м масштабе с прицепом. Это довольно редкий в современной российской армии автомобиль, тем интереснее будет его собирать. Также Трумпетер анонсировали выход модели вертолета Ми-8 в 48-м масштабе. И я уже заканчиваю постройку вертолета Ми-24 в таком же масштабе, и модель у меня получилась просто огромной. Размер просто поражает. И думаю, что Ми-8 от Трубача получится не менее эпичным. А «Звезда» показала тестовую сборку модели пушки ЗИС-3 в 35-м масштабе. И я тоже буду собирать эту новинку. И так что ждите скоро выход видео о ней. Теперь немножко моих личных новостей. Я заканчиваю сборку огромного вертолета Ми-24 от фирмы «Звезда» в 48-м масштабе. И вот она.
И модель получилась довольно сложной. Тут очень много сложных моментов в окраске. И поэтому стройка оказалась довольно сложной. Так что тоже ждите скоро видео об этой модели. И я думаю, вы укажете мне, сколько ошибок я совершила при постройке вертолета. Потому что я их совершила много. Так. А также ко мне приехала новинка фирмы «Звезда». Это Dodge 3/4. И скоро я начну эту сборку. И на первый взгляд модель получилась просто очень хорошо детализирована. И мне очень понравилось, как отлита, например, фигурка водителя. Она выполнена в советской форме, так что я думаю, буду собирать автомобиль именно в советском варианте. Потому что я также этот автомобиль видела на фестивале «Моторы войны» этим летом. И напишите в комментариях, насколько понравился вам такой масштаб новостей мира моделизма. И также пошли дальше смотреть, как я делаю маленького тигра. Я делаю рискованный шаг. Я решила нанести камуфляж аэрографом, без масок. Я попытаюсь сделать как можно более ровные и в то же время интересные линии. Камуфляж рисую кирпичным цветом. И ко мне часто звучит претензия, как ты можешь собирать модели, которые убивают или убивали. И повторюсь, я собираю кусочки пластика, которые отображают некоторое оружие, а оружие само по себе никого не убивает. Убивает человек за штурвалом, человек, нажимающий на курок, а самое главное, убивает человек, который отдает им приказ на это. Поэтому я иронизировала перед людьми, которые возмущались над моей работой над самолетом Су-25. Этот штурмовик использует обе стороны конфликта. И как определить, Су-25 это хороший самолет или плохой? В этом споре очень много парадоксов, которые нельзя решить прямой логикой. И поэтому я выступаю за моделизм вне политики. И самый сложный момент в работе над маленькими моделями – это окраска бандажей катков гусениц и шансового инструмента. Тут требуется особая точность в работе и немножко усидчивости. А купить модели от фирмы «Звезда» можно в магазине «Модельная лавка». «Модельная лавка» – это широкий ассортимент моделей, красок и инструмента с доставкой по всей России и в том числе в пункты выдачи «Озон». Используйте этот промокод при первом своем заказе и получите скидку в 200 рублей. Моделизм должен быть вне политики, ведь это искусство, субъективное отображение мира. И поэтому я не против моделей, на которых люди рисуют букву Z, и не против моделей джавелинов или байкотаров. Если человек так выражает свою некую причастность или рефлексию, то уж лучше так, чем на поле боя. А в своем инстаграм я выложила фото с моделью ледокола «Арктика», и моим западным коллегам не очень понравился триколор на его палубе, и они обвинили меня, что я русская пропагандистка. Я понимаю, что неадекватные люди есть в любой нации, но становится страшно, когда у подобных людей появляется трибуна. Но по их логике я должна была бы перекрасить палубу в желто-голубой цвет или, может быть, сразу в звездно-полосатый. В общем, стройте те модели, которые сами хотите, и не обращайте внимания на мнение несогласных людей. Больше контента о моделизме ищите у меня в группе ВК, ссылочку на которую можно найти в описании к видео. Там я публикую свежие новости мира моделизма и свои работы, а также в моей группе можно выставлять свою модель на обсуждение. А в Дзен-канале каждый день выходят новые видео о моделизме и моих походах на выставки и в музее техники. Ссылка на Дзен-канал тоже есть в описании к видео. А чтобы не запутаться во всем объеме контента, подписывайся на мой телеграм-канал, где очень удобно следить за новыми видео на всех площадках. Ссылочка на канал будет в описании.
Чтобы выделить рельеф, я применяю смывку. Смывка или проливка – это жидкая масляная краска. Она легко затекает в щели модели и таким образом создает объем. А излишки смывки я убираю художественным white спиритом. Покрою модель матовым лаком, чтобы потом при помощи масляных красок сделать тигра чуть более интересным, а также защитить с предыдущими этапами работы над моей моделью. И обязательный шаг при работе с такими малышами – это метод сухой кисти для выделения рельефа танка. Я беру масляную краску белого цвета, вытираю почти насухо кисти, такой кистью провожусь по всей модели, и тигр моментально становится более объемным. И вот такая армия боевых немецких клопов у меня получилась. И видео о том, как я делаю штук или мардер, ищите у меня на канале. А также напишите в комментариях, насколько тебе понравился такой формат видео. Мне интересно услышать твое мнение. И не забывай подписываться на канал. До новых встреч. Пока-пока.